Привет всем, особенно ракам и тем, кому интересно, что ждет раков в ноябре 2022 года. Это Таро расклад, гадание, предсказания на картах Таро Нефертари. Вы находитесь на канале Татьяна Мин, Астрологи и Тарот. Я, как обычно, беру 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет раков в ноябре 2022 года? Первая карта – это Паж кубков. Карта приятная во взаимоотношениях с другими людьми. Она означает встречу с мужчиной либо с женщиной, которые, возможно, моложе вас по возрасту. Либо это могут быть приятные минуты, проведенные с вашими детьми, ухаживание в вашу сторону, а также и вы можете проявлять себя очень деликатно, нежно. Может быть, вас заинтересует какое-то творческое времяпрепровождение с другими людьми, потому что это сектор партнерства. И люди захотят вам открыться в чем-то, может быть, поговорить с вами по душам. В принципе, это для раков, наверное, часто может быть. И вы будете склонны выбирать себе партнеров с такой вот душевной позиции относительно людей. Это благоприятная карта, она также говорит о каких-то подарках, интересе в сфере искусства, творчества, музыки. Ну и мы сейчас еще будем открывать другие карты, посмотрим, что здесь может быть. Вторая карта – это туз кубков, опять кубки, да. Туз кубка – благоприятная карта, тем более она выпадает в секторе финансов. И, возможно, ваши финансовые средства будут каким-то образом зависеть от вашего настроения, от ваших любовных партнеров у кого-то, да, что вы медитируете, говорите какие-то аффирмации или прослушиваете какие-то аффирмации, связанные с финансовым потоком, вы открываете вот этот финансовый поток. Здесь можно, кстати, порекомендовать учение Абрахам Хикс. Я уже рекомендовала его для знака зодиака Овен, когда было предсказание для Овна. Но здесь тоже могу пояснить, что вот эти как раз энергии взаимосвязи со Вселенной, медитации правильной в нужном ключе, в общем-то, помогают нам приобрести успех не только в личных отношениях, но и во всех сферах жизни, потому что, мы находим нужные вибрации и находимся в потоке Вселенной. Здесь у вас как раз такая карта туз кубков. Здесь вам можно как-то загадывать желания, да, либо медитировать на приобретение, на пополнение как-то ваших финансовых материальных благ, и это может быть очень удачно. А также еще туз кубков здесь может говорить о том, что у вас будет очень интересная любовная интимная связь с партнером, где вы почувствуете такое неземное просто удовлетворение. Это может быть и любовь, и сексуальные взаимоотношения одновременно. Вот все божественная какая-то такая мудрость к вам может прийти здесь. Император. Император – это карта, которая показывает, конечно, какого-то мужчину, мужа, либо мужчину, который был в браке, и здесь у вас возможно общение с таким мужчиной, потому что это сектор общения, да. Может быть, кто-то из вас познакомится с таким мужчиной, а может быть, это вообще не связано с знакомствами личного характера, это может быть какие-то документальные вопросы, которые вам предстоит решать в вышестоящих инстанциях. Возможно, вы обратитесь с каким-то прошением документов к вышестоящему лицу. И вот будут какие-то такие вопросы. Сейчас мы еще будем открывать другие карты, посмотрим, что это может быть. Семерка пентаклей. Здесь, возможно, вы ждете какие-то новые предложения, даже не предложения, а решения относительно вашей работы. Может быть, вам пообещали пообещали поднять зарплату, да, пообещали какую-то новую должность, и вы в ожидании. Также, возможно, вам нужно будет для того, чтобы получить какую-то новую должность, пройти какое-то обучение, либо закончить какой-то проект успешно, в общем, какую-то ступень преодолеть, чтобы вас повысили. Если это не связано вообще с должностью, с карьерой, да, здесь может быть то, что вы ждете каких-то финансов для того, чтобы приобрести новое жилье, какие-то денежные поступления, но я думаю, что они у вас будут, потому что здесь у нас все-таки туз, это благоприятная карта.
Деньги могут прийти даже из каких-то неожиданных источников. Может быть, кто-то поможет вам деньгами, не исключено, что это могут быть родители, либо ваш сексуальный партнер, либо даже это может быть деньги государства, которые вы не зарабатываете. Как-то вы, может быть, действительно найдете подход. Здесь вам, может быть, поможет какой-то мужчина в том плане, что как-то правильно собрать документы, какие-то субсидии или что-то такое. Дополнительные выплаты вы можете получить. Пятый сектор, еще одна кубковая карта, как интересно, и это десятка кубков, тоже карта благоприятная, очень приятное время в кругу семьи, детей, у кого-то появление детей, либо дети как-то войдут в вашу семью, может быть, именно в ноябре, дорогие раки, у вас будет время, когда вы будете общаться с племянниками, какими-то родственниками, внуками и так далее, у вас будет много окружать детей, либо даже не обязательно у вас, а у кого-то в вашей семье появятся дети, либо новости о детях. И опять же, это будет очень благоприятно, все прекрасно. Может быть, вы с вашим партнером решите завести детей, может быть, вы с вашим партнером или с кем-то из членов вашей семьи решите совместно организовать какой-то бизнес. Это может быть связано как с детскими вопросами, так и вообще в целом семейный бизнес. Может быть, ваши дети как-то вас порадуют, может быть, они сообщат вам о том, что они женятся, свадьба в семье. Благоприятная, в общем, карта еще и в пятом секторе. Это не только, наверное, даже ваши дети, но и ваши какие-то близкие друзья. Может собраться семья вместе, какая-то вечеринка, праздник в кругу семьи, очень возможен в ноябре. Восьмерка пентаклей, хорошая карта, тоже она говорит о том, что вы достаточно работали, и вот сейчас пожинаете свои плоды, вы как бы знаете подсознательно, что денежки у вас есть. Вы можете рассчитывать, вы уже знаете, что впереди, вы можете рассчитывать на какие-то финансы, поступления, режим дня определенный, режим работы как-то ваш, может быть, улучшится, потому что это будет важно для вашего здоровья, и таким образом вы захотите, например, поменять работу или режим своей работы, да, для того, чтобы лучше себя чувствовать, это тоже вам удастся. Поэтому восьмерка динариев здесь карта благоприятная. Но вот видите, как здесь все хорошо выходит, в общем-то, пентакли и кубки. Говорит о том, что в ноябре у вас будет хорошее настроение, вас будут радовать ваши близкие. И, как я уже сказала, не исключено общение либо с детьми, либо с каким-то человеком, который моложе вас по возрасту. А что нам скажет колода Moonology? Давайте возьмем еще дополнительно одну или две карты, посмотрим. Затмение. Карта затмения очень актуальна сейчас в ноябре, потому что с 25 октября по начало ноября, не помню точно какая дата, мы будем находиться в коридоре затмений. И эти затмения, конечно, затронут всех людей, кого-то в большей степени, кого-то в меньшей. И вот так как вам здесь вышла эта карта, я хочу еще дополнить ее. Это новая луна в знаке зодиака Стрелец. Стрелец – это расширение горизонтов, это какое-то уважение, почет. И здесь у нас уже выходила похожая карта – это император. И все-таки здесь какую-то важную роль сыграет либо какой-то человек, мужчина, либо ваш статус, вышестоящие какие-то люди, начальники. Может быть, у вас состоится какая-то важная поездка, у кого-то даже переезд, оформление каких-то важных документов, разрешающих документов, получение лицензий, прав других юридических дел с этим связанных. Но это все пройдет благоприятно, вам стоит этим заниматься в ноябре. И по новой луне в знаке зодиака Стрелец это расширение каких-то горизонтов. Может быть, какой-то мужчина, какой-то новый знакомый так посодействует, что вы поедете вместе либо в путешествие, либо вы откроете что-то новое для себя, либо вы просто углубитесь в изучение каких-то юридических вопросов, законов. Могут быть приняты новые законы вообще в государстве, которые как-то повлияют на вас. Но, судя по этим картам, это должно повлиять на вас благоприятно. Может быть, вы ждали уже давно разрешения визу куда-то съездить,
И вот для вас границы не закроются, вы сможете куда-то поехать, куда вы задумали. Это также может быть изучение иностранных языков. Вы можете найти очень учителя, да, то есть человек какой-то, занимающий важную позицию. Вот такой расклад, уважаемые раки, для вас на ноябрь. Возьмите все самое лучшее отсюда. Я надеюсь, у вас будет все самое хорошее. Надеюсь, все самое хорошее есть. Поэтому обязательно напишите в комментариях, что вы принимаете от Вселенной и от этого расклада все самое лучшее, услышанное здесь. И до встречи на моих новых видео. Всем пока!